Так, рум-тур по нашему дому пришлось отложить, потому как пришла хорошая погода. У нас появилось одно важное дело, которое необходимо закончить в ближайшие сроки. Подвязка наших плантаций киви. Ну, помимо того, что нужно отрезать старые побеги, поменять опоры, перемычки кое-какие. Вот тут полопались, потрескались, потому как, наверное, расстояние тут слишком большое было. Поэтому кое-где надо будет добавить. Сейчас Настя, наверное, будет резать. Я буду этими опорами заниматься. Кое-где бамбуки вот эти перемычки обновить. Это вот у нас первая плантация. И еще, наверное, в 2-3 раза больше там за домом. Там тоже есть кое-какие проблемы, которые нужно устранить нам. На улице где-то около 18 градусов. Отличное времяпрепровождение. Уже пахнет весной, можно сказать. Вот у нас вторая плантация за домом. Тут тоже вот такие большие пролеты между опорами. Бамбук сильно прогнулся, поэтому тут надо будет добавить еще одну. Ну и, соответственно, либо бамбук поменять, либо этот вроде неплохой, если он выгнется. Я думаю, нормально будет. И, то есть кое-где также добавить, чтобы такого не произошло. Потому что когда подвязываешь побеги, она вроде как нормально все стоит, но потом, когда начинает зреть урожай, они все-таки киви достаточно тяжелые, они вот прогибают эти опоры, они ломаются. Вот, поэтому сейчас будем все это устранять. Работу над ошибками, так сказать, проведем. И надеюсь, в следующем году уже будет еще меньше вмешательства нашего. Придется только будет подрезать, подвязывать новые молодые побеги. Вот тут вообще сломалась у нас. Вот она. Бамбук выгнула. Он слетела там. Сейчас надо будет все это поправить. Так, опоры планирую делать из акации. Как и прежде, они у меня тут как сорняк вдоль оврагов растут. Сейчас подгоню прицеп с мотоблоком и буду нарубать. И отвозить тогда уже по месту. Там будем устанавливать, все закапывать. Вот здесь тоже есть. Есть еще бук. Вот тут молодой много. Я не знаю, мне кажется, тоже достаточно плотное дерево. И вот есть такие прямые, там ровные. Можно будет попробовать его тоже использовать. Посмотреть, насколько он плотный материал. Как долго простоит. Вот это тут петухи лежанку устроили под колесом. Чего вы тут спрятались? Ой, все идут остальные.
У нас сегодня замечательная погода, поэтому мы решили сегодня поработать в саду. Я начну обрезку киви, так как у нас 2 больших сада из киви, где-то порядка 15 кустов всего. Но прежде чем начинать обрезать, нужно снять вот эти все подвязки, и уже будем начинать обрезку. В качестве подвязки мы использовали вот такую вот проволоку. Выкидывать мы ее не будем, будем использовать повторно. Поэтому сейчас вот везде ее сниму, уберу в сторону. Так, вот я все отвязала, все ветки. Не быстро это получилось. Сейчас можно приступать к обрезке. Обрезкой я уже занимаюсь 3-й год, поэтому уже, можно сказать, закрытыми глазами это делаю. Вот оно видно, которые были плодоносящие ветки, их мы убираем полностью. А вот такие вот ветки, их видно, они более такие рыжие, в отличие от тех, которые плодоносили. Вот на них уже будут из этих почек выходить плодовые веточки. Их мы оставляем. Но не все, которые совсем тоненькие, их я тоже буду обрезать. И вот так вот, таким образом, каждую ветку просматриваю, какая из них плодовая, которая в этом году плодоносила, какая нет. Вот они уже позаплели друг друга. Хорошо, в этом году у нас есть измельчитель, поэтому будем по мере кучу измельчать вот эти ветки, чтобы было удобно работать. Буду стараться вот такие вот помельче веточки делать, чтобы удобно было измельчать. Ну какая, а? Сейчас же мне на голову упадешь.
Киви лазить по Киви, да? У нее кличка Киви. Тима так назвал. Очень любит лазить по Киви, да? Ксю, 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 ксю. Так, я принес свежие водички для молодняка. Они у нас вон уже какие большие. Ниппельные поилки тут для взрослых, они не достают. Они же переставлять не хочется, потому что взрослые не будут пить тогда нормально. По-хорошему надо, конечно, делать отдельное помещение для молодняка. Поэтому на досуге займемся этим. На выгул пока боятся выходить. Несколько дней только их выпускаем. Ничего, со временем привыкнут. Будут гулять тоже, да? Вот этого красивого какой расцвет. Пестрый. Петушок, наверное, большой, крупный. Так, опоры напилил. Там кое-что потоньше на дрова пойдет. Остальное в дело. Осталось съездить за бамбуками. Тут, которые потрескавшие, полопавшие, тоже поменять. Я не знаю, Настя, сколько нужно будет штук? Штук 20, наверное, точно, да? Длинных. 2, 3. Ну сюда 3 точно. Там Да. вроде хорошие, там просто подпорки добавить. Ну, короче, побольше привезу. Они все равно везде будут нужны в будущем. Тем более, когда они подсохшие, они намного крепче. Когда они уже высохнут в тенечке. Поехали во враг за бамбуками.
Получилось 20 бамбуков нарубил. Надеюсь, нам хватит. Сейчас как-нибудь завяжем, чтобы доехать. На сегодня все. Настя тут все доделала, обрезала старые. Я привез все бамбуки, надеюсь, которых нам хватит. Опоры. Завтра уже начнем монтировать опоры, подвязывать. И уже, надеюсь, завтра перейдем на следующую плантацию. Это что у вас тут за кормежка? Это так у них вечерний десерт. Булочки чуть-чуть осталось сухой. О, очистки киви у нас тоже в дело идут. Нашим курочкам. Они их обожают просто. Вот уже встречают. Сейчас, пошлите. Вот мы тут такую специальную штуку сделали, чтобы не с земли они это подбирали. И они вот так вот оттуда достают. Поэтому яйца у нас не только с мандариновым вкусом, но еще с ароматом киви. У наших друзей взял мотобур, чтобы процесс установки столбов был быстрее. Тут у него несколько насадок под разный диаметр столбов. Это мы сегодня, наверное, будем с Настей здесь вместе работать. Сейчас она то, что вчера обрезала, будет измельчать, а я бурить, устанавливать столбы. Потом, наверное, вместе подвяжем все быстренько и будем переходить на нашу вторую плантацию киви. Так, чтобы дать питание нашим кустам киви, измельчать будем прямо на землю. Получается, тут 3 опоры только. Вот это вот пустое, тут сюда вот можно куст новый посадить, вот сюда. Ну все, вот здесь вот делал 1, 2.
Наш там все привязано, больше ничего не будет здесь сверху. Так, а вот этот столб мы решили убрать, потому как у нас прям напротив парадный вход. И тут будет широкая отмостка, поэтому будет мешаться. Ну, поэтому киви чуть-чуть, получается, подвинем в эту сторону. Я думаю, будет нормально. Даже если будет здесь небольшая шапка из киви, не должно помешать. А вот столб нам здесь не нужен. Не затягиваю я проволоку до конца, чуть-чуть такой промежуточек оставляю, так как еще лоза будет чуть утолщаться. Так, пока Настя тут заканчивает подвязку, я поеду приступать к нашей второй плантации. Взял с собой все необходимое. В первую очередь начну с отвязки старых побегов, которые необходимо обрезать. Потом уже займусь столбами и поперечными из бамбука. Так, это уже на следующий день. Такая красота получается. Сейчас уберу вот этот лишний столб. Вот эти половинчатые блоки, они пойдут на стену, на перегородку вовнутрь. И тогда уже дочистим. Вот здесь вот веточки чуть остались, дорезали.
столб был не очень хорошего качества, поэтому решил его разобрать. Эта часть пойдет у нас на отмостку. Пока собираем, все складируем в той куче. Когда будем заливать отмостку, думаю, пригодится. Все, закапываю яму, убираю блоки, и у нас тут чистый участочек. Так, ну вот, расчистил этот кусочек. Теперь тут спокойный проход, проезд. Ну и киви, мне кажется, так будет даже удобней. Все, поехали на вторую плантацию. Настя, что ты еще здесь заканчиваешь, да? Да, мне проволоки не хватило. Сейчас вот нарезаю еще. Буквально тут 2 куста осталось Ну да, из 5. но они маленькие вот эти. Да, они вроде небольшие. Ладно, я поехал там сверлить. Давай. Я вчера проволоку снял. Там тоже, да, до темна. Сегодня буду ставить столбы, устанавливать. И надеюсь, уже обрежем и начнем подвязывать. Так, теперь будем вынимать все, что у нас тут есть. И поедем за столбами, да, еще? Да, я тут буду сидеть. Да. Когда тут будет... Да, лучше тут сидеть, потому что неудобно управлять, когда ты впереди. Сейчас мы все вытащим. Так, все вытащим, поедем за столбами. Сейчас мы вытащим, сюда. Да. Скажи. Да. Подожди, сейчас вытащим. Уля, я молодец. Можно так, да. Сейчас уберу, не Уля, Не надо, мне перчатку не надо. Давай, давай. уля.
Возможно, кому-то будет полезно. Настя расскажет сейчас, как отличить старый побег от молодого, который будет плодоносить. Здесь вот два побега рядом. Один, который плодоносил, а это молодой. Вот молодой, его сразу видно, он такой, как киви, ну, чуть пушистый. А этот более гладкий. И вот остались еще хвостики. Еще как это нам подсказка о том, что здесь были киви. Поэтому их легко отличить. Так, все, старый мы удаляем. Да, обязательно. Так, вот что нам удалось сделать. Полностью закончили в передней стороне дома плантацию. Вот кому-то тоже понравилась наша обрезка киви. Они вот себе домик присмотрели. Что, будете здесь жить? Остальная делегация ковыряет щепу. Тут, несмотря на то, что всего лишь 6 кустов киви, но они достаточно большие. И площадь, на которую лоза эта вся растягивается, тоже не маленькая. Единственная вот эта вот зона у нас немного пустовато осталась. Я думаю, тут еще можно пару киви подсадить, чтобы вот эти вот, если видно вверху, то есть у нас практически тут пустые шпалеры эти верхние. То есть вот это можно тоже все занять. Киви. И вот большой участок у нас тоже без ничего. Поэтому сюда просится одна, и вот здесь вот впереди вторая. Так, а что касается второй плантации, там еще даже не успели старые побеги, да, обрезать? Да, я успела только 2 куста, нет, 3. 3 обрезать полностью. Тарас снял всю проволоку и, по-моему, начал уже столбы закапывать. Не, закопал я все столбы. Их было 20 штук, все столбы закопал, уже начал бамбуки тоже на эти столбы прокладывать на новые. То есть осталось на самом деле не так много по столбам и по поперечным, да, больше работа С обрезкой. с обрезкой, с подвязкой. Ну, тут и кустов, наверное, в 2,5 раза больше. Надо сейчас Ну, посчитать. сейчас посчитаем, сколько тут кустов. Всего тут у нас 14 кустов, да? 14, да. 14 кустов, поэтому больше, чем в 2 раза. Ну и площадь большая. И плюс в том году мы тут спешили и до конца столбы все не сделали. Вот, но в этом году исправляемся. Уже доделаем все наверняка, чтобы в следующем году при подвязке было еще меньше работы. Вот так это выглядит. Вот это тоже ты обрезала, да, уже все? Да. Вот этот кустик готов, его только подвязать. Вот, опору еще я сделал новую. Тоже сюда предстоит еще бамбуки положить. Вот. А вон те задние уже с поперечинами. Вот видно, все новые поперечины я сделал, где необходимо столбы, опоры. Убрать нужно. Да, тут. Вот здесь тоже большой куст какой, мощный. Ну, Да. тут несколько молодых кустов видно. Штук Да. 5, наверное, молодых. А остальные довольно-таки старые. Взрослые, хорошие. Мне кажется, у киви не бывает старое, не старое. Это если мандарин какой-то, то он, наверное, изживает какой-то срок, потом уже плохо плодоносит. А киви, мне кажется, чем старше, тем больше плодов просто. Поэтому вот на следующей неделе у нас еще предстоит здесь доделки. Здесь доделки. Здесь доделки. Еще у меня
Дом не до конца обшит, и его надо закрывать. Поэтому следующую неделю посвятим доделкам, наверное. Недоделок. Доделок и недоделок, да. Вот, если еще погода позволит. Ну, если не позволит, будем, Дома что-то делать. может быть, рум-тур запишем. Да, то, может, давно обещаем. Пора выполнять свои обещания уже.